Вопрос по депрессии. Какие основные маркеры депрессии? Возможно, какие-то неявные, на первый взгляд, детали могут натолкнуть нас на мысли, что мы имеем дело именно с ней. Не с астенией, не с усталостью или оралией, не с кризисом середины жизни, еще чем-то, а с депрессией. Бывает ли так, что настроение, общий эмоциональный фон остается по депрессии в норме? Явные проявления такие, как слезы по малейшему поводу, нежелание действовать, отсутствие желаний, целей, энергии, может ли свидетельствовать о депрессии один из симптомов или должен быть комплекс. Депрессия, возникающая в результате невозможности с чем-то расстаться, клиническая депрессия, влияющая на физиологию организма, имеет одинаковые корни. Если да, то помимо медикаментозной помощи способ избавления от депрессии – это поиск того, с чем невозможно расстаться, и экологичное проживание сепарации, ну, да, можно так сказать. Ну, в общем, вы все ответили за меня, да. Что важно для нас понимать? Есть две разновидности депрессии, да. Это депрессия, которая имеет физиологическую основу, да, то есть это изменения на физиологическом уровне. И есть депрессия, которая, ну, чисто психологическая, да, и, в общем-то, лечатся они, соответственно, там, где задействуется тело, там нужны медикаменты, там, где чисто психическая, она может лечиться только психотерапией, могут быть тоже случаи, где нужны медикаменты. Второй момент. Смотрите, есть разные подходы к депрессии. От подхода, где психолог или психотерапевт считает депрессией вот такое крайнее состояние, когда постоянно слезы, постоянное какое-то состояние апатии, человек или спит сутками, или вообще не может спать, потеря аппетита. Ну, то есть такие очень ярко выраженные симптомы. Да? Ну, это если говорить о депрессии, которая не затрагивает физиологию. Кто-то говорит, что вот это депрессия, да? Кто-то называет депрессией практически какие-то любые, ну, что такое депрессия, да, этимология слова, это, ну, как пресс, это как отсутствие напора, да, ну, отсутствие вот как-то жизни. И кто-то, да, депрессию рассматривает вот таких очень ярко выраженных этих, кто-то называет депрессией, ну, любое вот такое вот внутреннее как бы бессилие, да, то есть когда, нет вот силы, да, нет какой-то жизненной такой энергии внутри человека. Тут, как везде, нет единой позиции в психологии, как хотите, так для себя выбирайте. Вот. Истоки депрессии психологической – это неотгореванность чего-либо, да, своих представлений об идеальных родителях, об идеальном себе, об идеальной жизни, о еще чем-то, да, то есть неотгореванность. Ну, или неотгореванность потери там реального человека, или неотгореванность, ну, там, не знаю, человека, своего, там, не знаю, части тела своей, еще что-то. То есть это неотгореванная потеря чего-то ощутимого или каких-то своих представлений, идеалов, надежд и прочее. Если говорить о физиологической, то это вопрос уже может быть связан и с наследственностью, с какими-то, ну, то есть это уже механизмы физиологические. Я здесь так очень глубоко не изучала эту тему. Но в любом случае мы как психологи работаем с психологической стороной, да. Это всегда неотгореванная потеря.